В 1980 году группа спелеологов спустилась в пещеру на юге Мексики. На глубине 30 метров их фонари уперлись в стену. Не в природную породу, в кладку. Ровную, обработанную, со следами инструментов. За стеной слышался звук текущей воды. Спелеологи позвали археологов. Археологи позвали правительство. Правительство закрыло пещеру. Официальная причина – опасность обрушения. С тех пор прошло 45 лет. Стена цела. Что за ней, никто не знает. И это только одна из дверей, которые мы сегодня не откроем. Запечатанная дверь – это всегда вызов. Человек устроен так, что закрытое притягивает его сильнее открытого. Мы можем пройти мимо открытой комнаты, но запертая будет сниться нам ночами. История знает тысячи таких дверей. Большинство из них в итоге открыли. За некоторыми оказались сокровища. За некоторыми – пустота. За некоторыми – то, о чем археологи потом жалели всю жизнь. Но есть 5 дверей, которые остаются закрытыми до сих пор. Не потому, что их не нашли. Не потому, что забыли ключ. А потому, что кто-то очень конкретно сказал: не открывать. Кто эти люди? Чего они боятся? И главное, правы ли они? 5 запретов. И ни одного честного объяснения. Дверь первая. Ватиканский секретный архив. Начнем с самого охраняемого хранилища документов на планете. Ватиканский апостольский архив. 85 километров стеллажей. Документы за 12 веков. Письма Микеланджело, протоколы суда над Галилеем, переписка с Чингисханом, акты инквизиции. В 2019 году Папа Франциск формально открыл часть архива для исследователей. «Церкви нечего скрывать», — сказал он. Но есть деталь, о которой почти не пишут. Внутри архива существует отдел, куда не допускаются даже кардиналы. Он называется «Ресерва», «Резерв». Туда имеет доступ только Папа лично и префект архива. Что там лежит, неизвестно. Каталога нет. Точнее, каталог есть, но он сам засекречен. По обрывочным сведениям, в резервах хранятся документы, связанные с 3 темами. Первоначальный текст так называемого третьего секрета Фатимы, материалы расследования Туринской плащаницы, которые так и не были опубликованы, и переписка пап с орденами, которые официально не существовали. Но самая странная часть архива – это не документы. Это запрос. В 2017 году профессор истории из Кембриджа подал официальную заявку на изучение материалов XIII века, связанных с крестовыми походами. Ему отказали. Без объяснения. Он подал повторно, указав, что эти документы числятся в открытой части архива. Ответ Ватикана был коротким. Документы временно недоступны. Временно – это уже 8-й год. Что церковь хранит 2000 лет в комнате, куда не пускают даже ее собственных кардиналов. И почему открытие архива в 2019 году коснулось чего угодно, кроме резерва. Дверь вторая. Хранилище судного дня на Шпицбергене. Норвегия. Архипелаг Шпицберген. 1300 километров от Северного полюса. В склоне горы вырублен тоннель длиной 130 метров. За дверью 3 зала с температурой минус 18 градусов. Это всемирное хранилище семян. Внутри больше 1 миллиона образцов семян со всей планеты. Пшеница, рис, кукуруза, картофель. Резервная копия сельского хозяйства человечества на случай катастрофы. Официально хранилище открыто. Туда регулярно привозят новые образцы.
Но войти внутрь могут только 5 человек на планете. 5 на 8 миллиардов. И вот что странно. В 2017 году в хранилище проникла вода. Не внутрь зала с семенами, в тоннель. Растаявшая мерзлота. Хранилище, построенное так, чтобы пережить ядерную войну, едва не было затоплено через 10 лет после открытия. После этого Норвегия потратила $20 миллионов на укрепление. И параллельно начала строить второе хранилище. На том же острове. Глубже. Дальше. С другим типом доступа. Что туда переносят, не публикуется. Известно только, что в 2020 году туда привезли контейнеры из лаборатории, не связанные с сельским хозяйством. Пометка на документах «Биологический материал», категория не разглашается. Семена не нуждаются в категории секретности. Что-то другое теперь хранится рядом с пшеницей. И это что-то охраняется лучше, чем будущее нашей еды. Дверь третья. Гробница в Амфиполисе. Греция. 2012 год. Археологи раскапывают курган Каста на севере страны. Под насыпью обнаруживается гробница невероятных размеров, 497 метров в окружности. Крупнейшая из когда-либо найденных в Греции. У входа 2 мраморных сфинкса без голов. Дальше 2 кариатиды, женские фигуры в полный рост, охраняющие проход. Потом мозаичный пол с изображением похищения Персефоны Аидом. Потом 3-я камера. В 3-й камере находят скелет. Женщина около 60 лет. Рядом останки еще 5. Мужчина средних лет, молодая женщина, новорожденный младенец и 2 кремированных. Дата захоронения – конец IV века до нашей эры. Эпоха Александра Македонского. Греческое правительство сначала вело раскопки в прямом эфире. Премьер-министр приезжал лично. Археологов показывали по телевизору. И вдруг тишина. В 2015 году раскопки остановили. Доступ закрыли. Дальнейшие исследования перенесли на неопределенный срок. Дело в том, что гробница имеет еще одну камеру. 4-ю. Ее обнаружили георадаром, но не вскрывали. И именно в этот момент работы прекратились. Среди греческих археологов ходит версия, которую официально никто не подтверждает. Захоронение принадлежит матери Александра Македонского, Олимпиаде. Или, по другой версии, его жене Роксане и сыну Александру IV, которых, по официальной истории, убили в Амфиполисе в 309 году до нашей эры. Если это правда, 4-я камера может содержать то, что искали 2500 лет следы Александра. Его тело, по легенде, было похоронено в Александрии. Но саркофаг Александра не находили никогда. Греция молчит. Гробница закрыта. 4-я камера ждет. Дверь 4-я. Остров Аук. Канада. Провинция Новая Шотландия. Маленький лесистый остров в заливе Махон. В 1795 году 3 подростков нашли на острове странное углубление. Над ним свисала ветка с блоком, как от подъемного механизма. Они начали копать. На глубине 3 метров деревянный настил. Под ним пустота, потом снова настил. И так каждые 3 метра. Эту шахту копают уже 230 лет. Туда вкладывали деньги Франклин Делано Рузвельт и Джон Уэйн. Там погибли 6 человек. В разное время из шахты доставали фрагменты пергамента с буквами, золотую цепь, испанские монеты 17 века, кусок человеческой кости. Каждый раз крупицы. Никогда главного содержимого. В 2017 году новая команда применила лазерное сканирование.
Результаты не опубликованы. Канадское правительство в 2020 году внесло остров в список объектов культурного и археологического значения, что фактически запретило промышленные раскопки. Никто не знает, кто и зачем построил эту систему. Шахта слишком сложна для пиратского клада. Слишком стара для современной мистификации. Версии. «Казна тамплиеров» — оригиналы пьес Шекспира, которые, по одной из теорий, написал Фрэнсис Бэкон, «Сокровища инков», «Ковчег Завета». Но есть версия проще и страшнее. Шахта — не хранилище. Шахта — ловушка. То, что лежит внизу, было закопано так, чтобы никто и никогда его не достал. Каждый, кто пытался, терпел поражение. Иногда платил жизнью. Правительство Канады остановило раскопки официально, для сохранения объекта. Неофициально, потому что за 230 лет ни одна попытка добраться до дна не закончилась успехом. И каждая закончилась плохо. Дверь 5. Зона 5 лаборатории в Атланте. Атланта, штат Джорджия, США. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC. Внутри комплекса есть здание номер 18. Внутри здания этаж с уровнем биозащиты BSL-4, наивысшим из существующих. Внутри этажа морозильная камера. Внутри морозильной камеры пробирки. В пробирках последние на планете живые образцы вируса натуральной оспы. Оспа была официально уничтожена в 1980 году. Это единственная болезнь, которую человечество победило полностью. Но образцы оставили. 2 хранилища. Одно в Атланте, второе в Государственном научном центре «Вектор» в Новосибирске. В 1990-е годы ВОЗ дважды назначала дату уничтожения этих образцов. Дважды решение откладывалось. Сначала на 5 лет, потом еще на 10, потом на неопределенный срок. Аргумент сторонников уничтожения прост. Пока вирус существует, существует риск его утечки. И существует риск того, что кто-то синтезирует его заново на основе генома, который уже опубликован. Аргумент противников сложнее. Пока существует вирус, существует возможность создавать обновленные вакцины. На случай, если оспа вернется естественным путем или искусственным. Но есть третий аргумент, о котором не пишут в пресс-релизах. В 2014 году в обычной кладовой Национального института здоровья США случайно нашли 6 забытых пробирок с оспой. Они пролежали там 60 лет. Никто не знал об их существовании. Если 6 пробирок могли потеряться в одном здании в Мэриленде, сколько еще образцов существует за пределами 2 официальных хранилищ? Дверь в Атланте охраняют не от воров. Ее охраняют от нас самих. От вероятности, что однажды кто-то решит, что эти образцы не угроза, а ресурс. Биологическое оружие, спящее в холодильнике в ожидании политика, который решит его разбудить. Эта дверь — единственная в нашем списке, за которой не тайна. За ней то, что мы знаем. И именно поэтому она самая страшная. Пять дверей. 5 разных мотивов. Ватикан охраняет свое прошлое. Норвегия – наше будущее. Греция – историю, которая может переписать учебники. Канада – загадку, которую не смогли разгадать за 2 века. Америка – болезнь, которую мы убили, но не похоронили. Что общего у этих 5 запретов? Ни один из них не связан с золотом. Ни один с религиозным проклятием в чистом виде. Ни один с защитой от грабителей. Все 5 связаны с информацией. С тем, что произойдет, если содержимое этих хранилищ станет доступным. Ватикан боится переписывания религии.
Норвегия – паники, если мир узнает, что в ее хранилищах. Греция – пересмотра античной истории, на которой стоит вся европейская идентичность. Канада – 2 веков потраченных средств, если окажется, что внизу пусто. Америка – того, что произойдет, если оспа выйдет наружу. Древние египтяне закапывали свои тайны под камень. Современное человечество закапывает их под бюрократию. Принцип тот же. Доступ контролируется не силой, а правом. И это поднимает последний вопрос. Раньше двери закрывали жрецы и фараоны. Сейчас их закрывают комитеты и правительства. Раньше ключ был у одного человека. Сейчас у системы. Что страшнее? Тайна, которую охраняет царь, или тайна, которую охраняет инструкция? Царя можно убедить. Царя можно сместить. Инструкцию нельзя. Она будет работать и через 100 лет, когда никто уже не вспомнит, зачем именно эту дверь когда-то закрыли. Возможно, в этом и есть главное отличие нашей эпохи от всех предыдущих. Мы научились запечатывать двери так, чтобы их не открыл даже тот, кто их закрыл. И где-то на Шпицбергене, в Атланте, в Ватикане, в Амфиполисе и под островом в Канаде 5 дверей ждут. Они не откроются завтра. Не откроются через 10 лет. Возможно, не откроются никогда. Вопрос только один. Должны ли они открыться?